Здравствуйте, друзья! И мы сейчас с вами находимся на берегу реки Стикс, у самого входа в ее подземное царство. Сегодня у нас такая необычная тема. Я хочу померить радиоактивный фон на берегу реки и подземном течении реки. Посмотрим. Мы уже ходили здесь с нашим Радексом. Кстати, сегодня он у нас тоже с собой. Вот, показывает 0,07 микрозивертов в час. И сейчас я хочу сравнить эти показания с показаниями Atom Swift, нашего нового дозиметра. Вы уже помните, знаете, вернее, об этом малыше. Вот. Что же показывает сейчас он? А наш Atom Swift показывает 0,04 микрозиверта в час. То есть преобладает радиация высшего порядка, так скажем, высшей энергии, с более высокой энергией. Посмотрим, что же будет у нас внутри. А заодно еще раз полюбуемся красотами Стикса. Интересно, чем он нас порадует. Сюрпризов долго ждать не пришлось. И смотрите, уже первые ворота Стикса порадовали ледяными натеками, которых я здесь никогда до этого не видел. Красота. Хорошая тяга воздуха, смотрите. Былинки на потолке, кусочки ржавчины, висящие на паутинках, прямо колышутся. То есть воздух здесь свеж. Пойдем пройдемся. Вот это красота, вот это да. Смотрите, как интересно. Одна из сосулек практически висит, наверное, на корешках. Прямо видно, как ветерок ее колышет. Ничего себе. Классно. Классно. А впереди еще большие ворота Стикса. Оба, вот это красота. Смотрите, я такого еще ни разу не видел. Такого мне еще здесь в Стиксе видеть не приходилось. Ворота украшают сталагмиты, сталагмиты, сталактиты и даже сталагнаты на стене вон слева есть. Ну что, зашли мы довольно-таки далеко. Я думаю, самое время проверить показания наших дозиметров. Что же происходит внутри Стикса? Наш Atom Swift продолжает показывать 0,03 микрозиверта в час, даже получается на 0,01 микрозиверта в час он уменьшился, уменьшились его показания, и они стабильны, не прыгают. Показания Радекса тоже стали значительно меньше, 0,04 микрозиверта в час. Вот так. 0,05. Так, крышка у нас открыта. Вот такие дела. Ух ты! Смотрите! И на водопаде тоже лед. Обалдеть! Вот это да! Отовсюду, видимо, настолько здесь было холодно, что даже капающая вода, падающая с высоты, замерзла. Обалдеть, смотрите, смотрите, что происходит. Вот это да! Вот это да! Сейчас я вам покажу со стороны. Смотрите, какая красота. Какая красота. Таких Стикс я еще не видел. Сейчас будем подниматься вот туда наверх.
потолке видны сталактиты. Их вот так из двух труб вытекает, образуя водопад. Уходит в темноту. А что же наши дозиметры? Что показывает у нас Радекс? Радекс показывает 4 сотые микрозиверта в час. 4 сотые. Так же, как и у ворот. 5 сотых. 5 сотых микрозиверта в час. Атом Свифт, смотрите, тоже 5 сотых микрозиверта в час. То есть значения выровнялись 4 сотые. Примерно значения одинаковые под землей. Что у одного дозиметра, что у другого. Атом Свифт и Радекс показывают примерно одинаковые значения. Сейчас вот посмотрим, вот погрешность 0 амп равна 0 сотой микрозиверта в час. 12% составляет. Вот так. То есть большой вклад у нас на поверхности играет излучение с высокой энергией. Гамма-излучение с высокой энергией, надо уточнить. Которое не может проникнуть сюда, под землю. Продолжаем любоваться красотами. Вот они, сталактиты. Настоящие кальцитовые пещерные сталактиты. Пещерная речка. Подземная, надо правильно сказать. Речка течет. Кальцитовые натеки, разводы. Вот это красота. Смотрите, какая чистая вода. А на небе взошел Млечный Путь. Появился Млечный Путь такой вот. Настоящее звездное небо. Очень красиво. Грибная ферма сейчас не функционирует, не сезон. Зато классно горит подсвечник. Смотрите. Вот так. Красота. Чудесно. Просто завораживающее зрелище. Вот это красота. А что же показывают наши дозиметры? Итак, с Радекс 1008 5 сотых микрозиверта в час. И Атом Свифт тоже показывает 5 сотых микрозиверта в час. Показания 4 сотых микрозиверта в час. Показания дозиметров практически совпадают. Вот здесь на поверхности воды начала образовываться кальцитовая корочка. Вот прямо видно ее. Если ее не тревожить, постепенно вся эта лужица зарастет.
покроется твердым кальцитовым натеком. Здесь вот вытекает какая-то грунтовая вода. Видимо, один из притоков Стикса стремится все-таки соединиться с ним. Интересно, кстати, здесь посмотреть уровень. Здесь какая-то пробоина в общем коллекторе. Видимо, когда строили его или меняли, может, строили дом, который стоит как раз со стороны этого пробоя, тогда заложили. Сейчас мы померим обязательно. Посмотрим, какой же здесь у нас фон. Фон Atom Swift 0,5 микрозиверта, 0,4 микрозиверта в час. Видно, что он опускался и ниже 0,3 микрозиверта в час. 0,35, по крайней мере, было. Но вот так пока. Atom Swift показывает 0,05, 0,06 микрозиверта в час в этом месте. Немножко какое-то увеличение, скачок небольшой, потому что показания снова вернулись на 0,05 микрозиверта в час. Какое-то увеличение пошло, смотрите. Я здесь немножко постоял, и получается 0,4 микрозиверта в час. Но до 0,06, по-моему, нигде еще не доходило. Здесь на Стиксе. Atom Swift не показывал. Сейчас 0,04 микрозиверта в час. А что же покажет Radex? 0,07 микрозиверта в час. 0,08 микрозиверта в час. И 5 на Atom Swift. Ну все здесь понятно, здесь-то все ясно. Появилась земля сверху. Здесь до поверхности недалеко, и, видимо, сюда уже проходит гамма-излучение с поверхности. Кстати, а вот еще один вариант. Смотрите, вот здесь щебень, блок сделан из щебня. И если мне не изменяет зрение, оно мне не изменяет, тут имеется гранит. Смотрите. Сейчас попробуем это выяснить. Да, видите, 0,08. Небольшая примесь гранита здесь есть. Все ясно. И смотрите, Atom Swift тоже делает на графике скачки. Мы видим скачки именно в этом месте. Пока согревался теплым пуэрчиком, сделал одно наблюдение. Случайно, буквально, так захотелось, достал свой Radex, посмотрел на циферблат и увидел 0,10 микрозиверта в час. Как так? Если до этого было всего 0,08 микрозиверта. Странно. Сейчас попробуем выяснить, в чем же причина. Вот так, держа Radex ближе к поверхности, смотрите, четко, стабильно сохраняется 0,10 микрозиверта в час. Сейчас мы двигаемся к нашей пробоине в коллекторе, так скажем. Atom Swift при том же показывает от 3 до 5
сотых микрозивертов в час. Смотрите, 11 сотых микрозивертов в час. И на графике Свифта тоже получилось 6 сотых. Упали немножко показания. Снова. И смотрите, вот здесь тоже интересный момент. Несмотря на то, что, как мы выяснили уже в одном из своих видео, вода экранирует гамма-излучение довольно-таки сильно, здесь этого не происходит. Те же самые 10 сотых микрозивертов в час. Но хотя на Свифте, смотрите, на Свифте показания упали до 4. Ну и здесь тоже до 9. Да, сначала, потому что Радекс работает здесь так, он усредняет постепенно. И поэтому у него не быстро показания скачут, так скажем. Это не поисковик, это измеритель. А вот Atom Swift, он больше поисковик. Видите, у него тоже показания пошли немножко вверх по графику. 5 сотых микрозивертов в час. Но то, что Радекс показывает больше, здесь, видимо, присутствуют изотопы с высокими энергиями излучений. Ну и погрешность, конечно. У Радекса довольно-таки сильная погрешность, а у Свифта мы видим здесь погрешность 12%. И у нас 6 сотых микрозивертов в час на Свифте, 11 на Радексе. Вот мы прошли как раз этот пролом в коллекторе. Здесь больше грунта стало. Я все-таки отношу вот это повышение к грунту, принесенному с поверхности. Вот и отходим 10. Колебания хорошо видны на графике Свифта. Вот. Все, 10 сотых микрозивертов в час здесь держится стабильно. 9 вот бывает падает. Во, 12 сотых микрозивертов в час на Радексе показало. Свифт никак не отреагировал. 13 сотых микрозивертов в час. Ага. Вот и Свифт подключился. 5 сотых микрозивертов в час на Свифте. Но, видимо, все-таки здесь больше высокой энергии, как я и говорил. Поэтому Радекс более явно реагирует. Ну и колебания, конечно, колебания, смотрите. А Свифт, наоборот, начал подъем графика. Интересно. Я думаю, специалисты прокомментируют этот момент. Я не знаю сейчас, как комментировать его. Явно какое-то загрязнение наблюдается. Наблюдается какое-то загрязнение, аномалия. Но как его интерпретировать правильно, я пока не знаю. Смотрите, как резко упало. При этом Swift, наоборот, начал набирать показания. Радекс забрасывает, Swift набирает. И вот там как раз видно у нас грунт
находится принесенный с поверхности песок, камни. Сейчас поближе к ним подойдем, посмотрим, что будет происходить. Вон там даже кость видна, лопатка чья-то. Вот там. Вот она. Явно какого-то животного. Лопаточка. Так, и смотрите, радекс у нас стал показывать 10 сотых. Свифт 4. Там керамика видна. 12 сотых. Вот такие показания, значит. Еще посмотрим. Опа! Обнулился стаканчик на радексе. Смотрите. То есть произошел резкий скачок во время подъема. И он по новой начал набирать статистику. На свифте тоже график упал ниже. Вот такие дела. Смотрите, 0,3 сотые. Опять к 4. Интересно. Возможно, вот эта аномалия может говорить о том, что здесь в каких-то малых количествах присутствует радий, потому что именно здесь недалеко, как раз на поверхности, сколько-то лет назад, уже довольно-таки много, я сейчас не помню, наверное, лет 5 назад, было обнаружено загрязнение радием, разбитая колба с белым порошком, как выяснили специалисты, это радий. Вот. И, скорее всего, он довольно-таки активный изотоп. Есть вероятность, что он может попасть и сюда с принесенным грунтом. Смотрите, 6 сотых микрозивертов в час, 5 на атом Swift и всего 0,9 на радексе. Опять у нас скачок на свифте получился, а на радексе вот тоже. Радекс, видите, с каким запозданием реагирует. Все-таки это не совсем его стезя. Хотя у него показания больше. Почти что в 2 раза. Ну и в 2 раза мы видели с вами показания уже. Ну вот так. То есть самые большие значения как раз у нас приурочены вот к этой зоне. В зоне провала, так скажем. В зоне провала коллектора, где грунт, естественный грунт, попадает в коллектор. Именно с ним, как я уже и говорил, связано основное загрязнение радиоактивное в коллекторе. Я изначально предполагал, что возможно радиоактивное загрязнение в коллекторе связано с кальцитовыми натеками, потому что они тоже, вода может в себе содержать изотопы, потом кальцит осаждается, соответственно, вместе и заключает в себя
растворенные изотопы, но нет. Видите? Здесь все стабильно, а под ногами у нас все тот же грунт, просочившийся с поверхности. Вот здесь грунта становится меньше, и, соответственно, сразу показания у нас тоже упали. В первую очередь на Atom Swift, на Радексе пока держатся, но я думаю, тоже скоро упадут. Давайте ради интереса померяем корочку. Вот смотрите, вот здесь на корочке сразу показания резко подскочили до 12 микрозивертов в час. 11. Ну и Swift тоже подскочил, смотрите, 5 сотых, хотя он не приближается еще к этой корочке, кальцитовой корке. Он у меня висит на шнурочке, я его сделал. Да, ну-ка попробуем измерить, какой же у нас вид излучения здесь присутствует. Крышечка у нас открыта. Все, работаем. Смотрите, появляется и гамма, и бета. Сейчас посмотрим. Ой, что интересно, смотрите. Радекс показал 5 сотых микрозивертов в час. Именно столько же было в данный момент на Atom Swift. Вот. То есть по гамме они примерно показывают одинаковую величину. Хотя вот здесь опять по-другому получилось. 7 сотых по гамме на Радексе и 5 сотых на Свифте. А беты нет на Радексе. 8 сотых микрозивертов в час на Радексе. И 5, 4, вот так сотых прыгает на Atom Swift. Собирая рюкзак, заметил одно явление интересное. Не знаю, как отобразит его камера или нет. Смотрите. Над рюкзаком поднимается пар, он как будто дышит, как будто живой рюкзак. И дышит. Мистика какая-то прямо. Какие же выводы можно сделать из нашего исследования? Оказывается, на берегах Стикса даже обычный рюкзак может дышать. А по радиации что? Я все-таки считаю, что вот тот повышенный радиоактивный фон, он не опасен, но почти в 2 раза, а в некоторых местах и в 2 раза превышал естественный фон на улице. Да? Связано это с привносом грунта именно с
попаданием радиоактивного вещества радия, который загрязнял грунт на поверхности. Я думаю, что вот именно с этим связана повышенная радиоактивность здесь, в коллекторе Стикса. Вот. Именно в этом месте, в одном месте наблюдается такой феномен. А как интерпретировать показания разницы в дозиметрах, я пока точно сказать не могу. Будем учиться, будем снимать, я все буду снимать, показывать, и вы вместе со мной тоже научитесь понимать правильно вот показания приборов. Я думаю, вам было интересно в нашем исследовании. До новых встреч. Пока-пока. Мы вновь оказались во мгле, спустившись с тобой в подземелье, придем осторожно во